Всем привет, друзья, коллеги, мотоблочники, трактористы и случайный зритель, который зашел на мой канал. В сегодняшнем видео, друзья, поговорим на тему, какой мотоблок купить, так как очень много вопросов приходит от вас. Подскажи, расскажи, посоветуй и так далее. Для начала, друзья, давайте я расскажу свою историю, как я покупал мотоблоки, так как у меня их два. Владею я ими около 9 лет, и мне есть что вам рассказать. А моя жизнь мотоблочника, друзья, началась вот с этого маленького легкого мотоблока Добрыня 41. Есть у меня по улице живет сосед Санька, многие из вас его знают по тяжелому дизельному мотоблоку, зеленому такому. Вот. Кроме этого тяжелого мотоблока, у него есть вот такой вот аналогичный мотоблок, по-другому он называется, но фактически все то же самое. Значит, много лет назад, около 9 или 10 лет, я смотрел, как Санька работает своим таким вот мотоблоком легким и, так сказать, пускал слюньки. И тут открывается в нашем поселке магазин, который начал торговать вот такой вот техникой. Конечно же, я был одним из первых покупателей, который пришел и купил вот этот вот мотоблок Добрыня 41. Изначально там их было две модели, вот такой вот этот бензиновый, который у меня, и дизельный на 4 лошадки. Завели сначала дизельный мотоблок, честно говоря, не понравился, потому что шум и вибрация. Потом завели вот этот вот, он мне показался на то время, как иномарка, работает тихо и красиво. Накупил я к нему все, что только было в ребят для таких мотоблоков. И плуги, и окучники, в общем всего много. Ну, через неделю где-то я половину, конечно же, слава богу, ребята приняли назад у меня этот товар, то есть половину навесного я им назад как бы сдал, спасибо им на этом. Вот. Значит, оставил я плужок, тот плужок, что у меня, потом уже я его нацепил на плуг Motor-Sich PN2 в качестве предплужника. Значит, остались грунтозацепы, которые сейчас у меня стоят на картофелесажалке. Вот. Остались диски-окучники, которые тоже сейчас же я переделал к мотоблоку Motor-Sich, которыми работаю до сих пор. И остался у меня однозубый такой окучник для посадки картошки, с которого я сделал механизм для посадки картошки, только он переворачивался с загортачами. Значит, спахали мы огород, свежая спаханная земля, берем картошку, берем этот мотоблок, берем этот вот однозубый окучник, едем сажать картошку, нацепил я грунтозацепы, но не тут-то было, друзья. Мотоблок грузнет в землю, он легкий, зарывается, почти не тянет этот окучник. Ну, в общем, мягко говоря, я был разочарован в этом всем. Купил я потом позже грунтозацепы на 510, по-моему, миллиметров. Но дело в том, что этот большой диаметр увеличивает скорость мотоблока. Тоже как бы это проблемно. В общем, с горем пополам мы посадили эту картошку. Ну а потом началось окучивание. Окучивание я производил на вот этих вот 510 грунтозацепов с дисками. Более-менее получалось. И вот в этот период, когда картошка росла, у меня назревал такой вопрос, как же я ее буду копать. Друзья, значит, все вы знаете, что я сделал грохотную картофелекопалку, но это была только половина дела. Еще нужно было заставить легкий мотоблок с ней работать, так как не хватало веса, скорость была большая, ну, в общем, много проблем, которые нужно было устранить, чтобы мотоблок нормально копал. Вы просто себе не представляете, сколько сил и времени мне пришлось потратить для того, чтобы его заставить копать картошку грохотной картофелекопалкой. Я утяжелил грунтозацепы по 20 кг на каждое колесо. Я переточил ведучий шкив, сделал меньшего диаметра и установил ведомый шкив, сделал большего диаметра. Поменял ремни, чтобы ход мотоблока был меньше и чтобы вес был больше. Мотоблок начал работать, мотоблок начал копать. Но появилась другая проблема. На разворотах очень сложно было его развернуть, так как вес добавился, дифференциала не было. разблокираторов не было. Постепенно с этими всеми доработками у меня назревала мысль там в голове где-то
что нужно переключаться на нормальный мотоблок, на тяжелый, с вот этим вот диапазоном передач большим. Вот. Много я сидел на форумах, много смотрел видео. Переломным моментом у меня оказалось видео Олега Вагина. Я сейчас вставлю кусочек, я думаю, Олег не обидится, если я воспользуюсь. Значит, видео там, где Олег копает мотоблоком Motor Sich. Он уже его тогда купил, такой синенький, красивый. Кстати, я тоже хотел синенький, но не было. Вот. С легкостью копает картошку по такой твердой земле картофелекопалкой «Дельфин». Я вам скажу, что я был просто поражен. После того я поехал в магазин, это был филиал в нашем городе Черкассы. Вот. Я взялся за ручки, я немножко покатал по магазину этот мотоблок, я понял, что все, другой мне не нужен. И вот он, друзья, стоит. Взял я его прямо с завода, из города Снежное мне прислали. Брал я его за 9900 гривен. Значит, курс доллара был 1 к 8. То есть фактически это было более 1000 долларов. Многие пугаются того, что тяжелый мотоблок, им тяжело работать. Это абсолютно нет. Управление, тяга, это просто не сравнить. К чему, друзья, я эту историю вам рассказал? К тому, чтобы вы не наступали на одни и те же грабли, на которые наступил я. Есть 3 категории мотоблоков. По весу они различаются. Это легкие, средние и тяжелые. Легкие — это мотоблоки до 70 кг, средние — это около 90 кг. И тяжелые — это уже около 200 кг. Каждый из этих мотоблоков заточены под свои задачи. Если вам нужно только фрезеровать огород, возить какие-то небольшие грузы с прицепом, окучивать картошку, я думаю, вам подойдет и легкий мотоблок. Но более сложные операции, такие как вспашка и копка картошки, к сожалению, этот мотоблок без каких-то там доработок он не сможет нормально исполнять. Кстати, насчет использования такого мотоблока в транспортировочном варианте. Вот на таких вот штатных колесах, которые идут с завода, он еще управляется более-менее. Но скорость на них очень маленькая. Я установил на него москвичевские колеса, при этом возросла скорость, но управление я потерял. То есть он начал идти как по рельсам. Какого там комфорта в рулении у него абсолютно не было. Я его не продаю только по одной причине, что у меня к мотоблоку Motor Sich нету фрезы, и он верткий. Он в любом таком маленьком палисаднике легко им развернуться, сфрезеровать, обойти какие-то кустики. В общем, и, конечно же, 2 мотоблока лучше, чем 1. Я по своему опыту скажу, что лучше подождать, насобирать необходимую сумму денег на хороший мотоблок, который будет исполнять все задачи, которые вы ему поставите, и от работы, с которым вы получите удовольствие. А теперь самый важный и часто задаваемый мне вопрос: какой посоветуешь мотоблок купить? Я вам наведу простой пример. К примеру, вы покупаете автомобиль. Вы берете деньги, листаете или в автосалоне, или на каких-то сайтах по продаже автомобилей, выбираете свою марку, модель, едете, садитесь, тестируете там всякие драйв, понравился — берете, не понравился — не берете. То же самое, друзья, и с мотоблоком. Вам в обязательном порядке нужно этот мотоблок взять в руки за ручки. Поездить, покататься, оценить, послушать. Вслепую я не могу посоветовать вам какую-то определенную модель. Мне нравится Motor Sich. Хотя на данный момент, если бы я покупал мотоблок Motor Sich, я бы уже покупал более сильный, там, 8-ку с родным двигателем и со стартером. Это сейчас мое мнение. Но мне этого мотоблока хватает за глаза. Значит, итоги. Не покупайте мотоблоки вслепую по каким-то там советам. Вы должны его пощупать своими руками. Даже если у вас нет возможности, к примеру, вы там заказываете в каком-то интернет-магазине определенную модель, поищите где-то в близости хотя бы приблизительно похожую модель. Пойдите там к соседу, кому-то где-то на трассе
вы едете, увидели, подойдите, послушайте его, возьмите в руки. Вот. Вы поймете, это ваше или не ваше. Вам нужен бензиновый или дизельный. Вам нужен мотоблок Motor-Sich или какой-то китаец. Все это вы поймете сами для себя. Я вам не могу советовать то, что нравится мне. Как говорится, на каждый товар есть свой покупатель. Одно, что только могу вам посоветовать, берите помощней, так как запас мощности никогда не помешает. На этом все, друзья. С вами был Юрий Сербин. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся.